Сравнение отношений. Наши и тайки из бара. Цена вопроса. Что дороже, барные тайки или отношения, как у всех нормальных людей? Простые цифры. Поговорим и сравним стоимость отношений. Сейчас разговор только по стоимости. Ценность посчитай сам, пусть это будет твоим домашним заданием. Так, возьмем на разбор среднестатистического, так сказать, мужчину. Из тех, кого согласно опросам возжелает большинство женщин. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Фулл пакет качеств плюс ЗП 100к в месяц. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, дом сиденье отдавал. Да знаю, я знаю все. Просто цифры круглые и так считать удобнее. Кстати, цифры обоснованные. Человек может позволить себе радости жизни, а не работать на унитазе и считать копейки до зарплаты. Серпень. Что серпень? Ну, перепончатокрылый серпень. Один как сыч. Если при озвученных исходных данных ты живешь не в столицах, ты вполне спокойно можешь треть заработка откладывать на отпуск в Тае. За год получится в районе 350 тысяч. Время на эти деньги можно провести очень даже неплохо. Всего-то надо откладывать в месяц по 30к. Ну, так-то треть зарплаты спускать на бабу, да пусть даже и тайских, такой себе подход. С другой стороны, жизнь без приятных моментов вообще не имеет смысла. А тайки свои деньги точно отрабатывают. Одновременно при должной финансовой грамотности возможно копить на новую машину и квартиру. Достаточно в клиент-банке создать соответствующие счета и хотя бы помалу закидывать туда денежку. Да, за год все на свете ты не купишь, но постепенно ты точно реализуешь все свои хотелки. Важно то, что ты ни в чем не будешь себе отказывать, в рамках разумного. Потому последней модели яблочного телефона тут нет, мы ведь про финансовую грамотность. И да, совсем не обязательно весь год проводить одному в ожидании поездки в Тай. Можно искать случайные знакомства в клубах, проблем с этим в нашем мире точно нет. И стоит это будет совсем недорого. На одной чаше весов машина, квартира, разнообразная сексуальная жизнь, регулярные отрывы в Таиланде. Никто не выносит мозг и греет мысль, что ты хозяин своей жизни. Отношения как у всех. А теперь тот же мужчина, ненаглядно любимая лучше всех. Зарплата у него все те же 100к. Сколько зарабатывает она, неважно. Я думаю, понятно, что расходами в треть ЗРП на нее мужчина не отделается. Ее деньги, ее. Его деньги, тоже ее. Даже если он сумеет договориться до какой-то разумной дележки, расходов, все равно его планы будут ничтожными. Копил на машину и в итоге купил ей шубу. Ему не будет хватать ни на что, никакого долгосрочного планирования. Только получил ЗП и денег уже нет. В лучшем случае раз в год Турция. И пахать на 3 работах, чтобы на что-то накопить. Проблема в том, что сколько бы ты ни зарабатывал, все будет улетать в черную дыру под названием женщина. На этой чаше весов у нас хроническое безденежье при вроде бы неплохой зарплате. Вынос мозга, нервотрепка. Упреки, что ты ее не ценишь, что она достойна большего. И на какого упыря она тратит лучшие годы. Важно, ты вроде бы в отношениях, но все равно один, наедине со своими проблемами. И без денег. А когда найдет, она заберет все заработанное тобой. И не если, а именно когда. Смотрим про статистику разводов. Про деньги. Говоря откровенно, я ни к чему не призываю. Разве что к разумности и умению считать свое время и деньги. Что же касается разговоров про домашний очаг и все такое прочее, расскажите это тем, кто растит чужих детей. По статистике, у каждого 6-го ребенка на самом деле отец кто-то другой, не паспортный отец. Это я про ситуацию, когда мужчина воспитывает ребенка, думая, что это его ребенок. На самом же деле, жена нагуляла на стороне. Также проговорим про домашний уют. Помня статистику разводов, в некоторых регионах их больше 100%. То есть браков распадается больше, чем заключается. И про безопасность, которой нет. Мой читатель рассказал, как он пахал в командировках, а жена гуляла направо и налево. И в итоге подарила ему ВИЧ. Причем она уже знала, что заражена. И что-то мне подсказывает, что этот случай не единичный. Не забудем про дележку совместно нажитого имущества, когда счастье уточкой селезня внезапно заканчивается, и твоя любимая половина наконец-то решает, что достойна большего. Насколько это грязная история, посмотри, как Джонни Депп разводился с этой, как ее. Так что раз в год Тай выходит очень даже бюджетно и приятно. Просто сравни и обдумай 2 варианта. В одном случае все твои деньги только твои. Ты тратишь заработанным непосильным трудом, как захочешь. Надеюсь, все-таки разумно. Ты развлекаешься, как тебе угодно. Сам планируешь свою жизнь и свои финансы. Во втором случае, при той же зарплате у тебя ничего нет. Ты лишь обеспечиваешь хотелки чужого человека. Ну хорошо, человека, который был чужим, а потом рано или поздно снова станет чужим. Забрав половину всего, смотрим статистику. Отношения как у всех,
Ты много лет платишь за ненужные тебе ногти, кафешки, цветы и телефоны. Все твои деньги уходят на нее, а потом она уходит. Думай уже, наконец, головой. В качестве резюме. Мы живем в такое странное время, когда мужчина очень просто может быть обманутым и ограбленным просто потому, что он мужчина. Вероятность остаться без ничего высока как никогда. Потому что если ты мужчина, ты априорно виноват. Это тот самый гендерный шовинизм по отношению к мужчинам. Как-то так вышло, что нам оставили только право сдохнуть на работе и по жизни оплачивать чьи-то хотелки. Однако я не против отношений как таковых. Просто прежде чем что-то делать, хорошо подумай и посчитай. А до того живи в свое удовольствие. Задумайся, это твоя жизнь, твое время, твоя энергия и твои деньги. На самом деле все очень просто. В любой ситуации думай о том единственном человеке, который всегда будет с тобой, который тебя никогда не предаст. Того, кто умрет вместе с тобой. Этот человек ты сам. Омар Хайям про избирательность. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Да есть парень? Нет. Какие минусы быть одной? Очень неприятно тратить свои деньги.